Добрый день, дорогие друзья, Бочариков Александр, семья и бизнес Батуми. Этим видео я хочу представить вам Гелу Васадзе, если кто не знаком. Гела, насколько я понял, вы, во-первых, большое вам спасибо, что вы отозвались на приглашение сделать интервью. К вам очень много вопросов. Вот. Наши без камеры разговора я понял, что разговор будет интересным во всех отношениях. Насколько я понял, вы в 2000-х годах, когда еще у власти был Михаил Саакашвили, были в Батуми вице-мэром. Был первым вице-мэром города и какое-то время, Погромче, пожалуйста. значит, исполнял обязанности мэра. Да, ну это был крайне непродолжительный период, года полтора, а потом я работал в Батуми, в компании Арти, мы занимались проектами развития как города, так и региона. То есть проекты развития прибрежной зоны, проекты развития горной Аджарии и проекты развития самого города. Часть проектов делали именно мы. То есть мы участвовали в этих проектах. Там были иностранцы. Например, в горной Аджарии это была компания ХОК, британская. Но как бы субподрядчиками с нашей стороны, с грузинской, была компания Арси, а я возглавлял компанию Арси Батуми. Ну, то есть несколько лет вы были во власти в период развития Батуми, и потом еще какое-то время в бизнесе, да? Ну да, это как бы это бизнес, который связан, Арси обычно воспринимает как девелоперскую компанию, но в Батуми, в Аджаре мы в основном занимались именно программами развития по заказу именно властей. Ну, то есть, дорогие друзья, тот красивый Батуми, та замечательная набережная, вот это достояние, просто, я не знаю, где есть еще подобные достижения, чтобы набережная была общественной набережной, общественным местом, общественным достоянием для гостей и жителей города. Никаких заборов, никаких левых построек. Вот эта красота, вы участвовали в проектировании. Вы знаете вообще, как с набережной получилось интересно? Тогда я еще в мэрии был. Ну, в принципе, да, я при этом присутствовал, скажем так, тоже какое-то участие было. Расскажите об этом. То есть закончился сезон 2004 года, да. Ну вот, как раз после мая произошла революция в Аджаре, и закончился сезон 2004 года. Ну, значит, сидим те, кто представляли тогда власть в Аджаре, это мэрия, это министерство, и Леван Варшалумидзе тогда был председателем правительства, и думаем, что же делать дальше, потому что понятно, что инфраструктуры нет, вода в Батуми не поднимается без мотора даже на второй этаж, света нет, то есть, ничего нет. Пошли по Воланду, что же у вас, куда ни кинешься, так ничего нет. И тут у Левана возникает такая идея, слушайте, говорит. То есть о турпотоке Не, о турпотоке я расскажу, значит. Слушайте, говорит, а давайте сделаем вот что. Я, говорит, в Анапе был, там есть, говорит, такая дорожка, и по ней люди туда-сюда гуляют. Мы смотрим на него, гуляют, дорожка. Нет, говорит, а если эту дорожку продолжить, то, может быть, будет нормально. Давайте. И мы начали продолжать вот эту дорожку, одну, которая заканчивается, там, где сейчас университет, вот там она заканчивалась. Дальше уже ничего не было практически. То есть от башни Алфавит до университета, да? Нет, не от башни Алфавита, от того, где раньше был стадион, то есть вот сейчас, где гостиница Орджоникидзе стоит, Holiday Inn, это не Кемпинский, там, где гостиница Кемпинский, сейчас. То есть метров 50 от главного входа фонтанов сюда и до университета. То есть до университета она даже не доходила. Маленькая такая, да? Да, нет, вот это и был Батумский бульвар, традиционный Батумский бульвар, который мы помним все, это так называемый Старый бульвар. После этого уже фактически никаких дорожек, ничего, было просто набережная, были улицы и так далее. Так вот, сделали эту дорожку, потом решили сделать еще одну дорожку, потом решили еще одну. Была очень смешная история, когда мы поняли, что это бульвар. То есть не сразу поняли, но когда мы поняли, что это бульвар, сажаем деревья. Начали субботники проводить, начали сажать деревья. Сажаем деревья, а они, сволочи, не растут сразу же. Такие несчастные эти
ели, и тогда те самые, которые красавцы сейчас там стоят, вот, сажаем. Какие-то засыхают, там ругаемся с этими, с садоводами. Тогда Гея Багашвили был директором бульвара, он очень много, кстати, вложил в этот бульвар, очень много энергии, очень много. Мурман Беридзе, который был мэром тогда города, очень активно продвигал идею вот развития бульвара. Так вот, и в какой-то момент, значит, мне звонят и говорят, прими Вано Папунидзе. Вано Папунидзе был тогда директором ботанического сада. Такой старичок, очень интересный, ученый, настоящий ученый. И он приходит Вано и говорит, слушай, а что, говорит, такое? Не, говорит, Вано Папунидзе, говорит, сказал, мне говорят, что бамбуки, если посадить, то они за 40 дней вырастут. И говорит, так здорово, то есть смотри, все засадим бамбуками, а потом уже будем сажать другие деревья. То есть у нас весь бульвар будет в бамбуках. Ну, думаю, конечно, Вьетнам, но все равно стиль даже. Больше бамбуки, чем ничего, да? Вечером приглашаем Вану Папунидзе на заседание правительства. Мне кажется, что эти лидеры национала заканчивали все ночные школы, поэтому у них раньше 11 часов вечера ничего не начиналось. Причем с 11 это могло быть до полвторого, до 2. А нормальным людям, типа меня, 9 часов на работу. То есть, соответственно, такой вот режим был. Ну, еще там, то, что в 4 утра могли позвонить, это само собой разумеющееся. И что было-то? Приходит такой академического вида товарищ, и спрашиваем у него, ну вот так вот вы сказали. Нет, вы меня, говорит, неправильно поняли. Вот эти саженцы, говорит, они высаживаются, по-моему. И, говорит, 2 года они должны вот так вот в рассаде быть. А потом, когда их пересадишь, они через 40 дней вырастут сразу. То есть, соответственно... Отсрочка, да, просто. Конечно, абсолютно изменил облик бульвара. Это вот французский фонтан, который сейчас еще более расширен. С ним тоже была интересная история. Я уже был тогда в Арсе. Один из наших общих знакомых, он тогда работал в Страсбурге. И так получилось, по-моему, в Совете Европы работал, если я не ошибаюсь. Или в нашем консульстве, не буду врать, дипломат он был. И так получилось, что какой-то арабский шейх заказал фонтан. Такой современный, очень классный. И вдруг неожиданно отказался. То ли ему не понравилось, то ли денег у него не хватило, то ли еще что-то, то ли жена сказала, зачем мне фонтан. Хочу новый трансатлантический лайнер. Ну, в общем, не суть. Факт тот, что он сразу же позвонил Ливану и сказал, что можно по дешевке взять фонтан, потому что, они не знают, куда его девать. Ну в смысле фонтан это целая система, да, это целая система водопроводных подач. Да, и вот то, что вот оно с подсветкой, правда там еще потом уже расширили, чтобы они танцевали, вот там сейчас балеринки танцуют и так далее, этого не было, просто были очень красиво, то есть вот этот поющий фонтан, и значит этот фонтан смонтировали, и этот фонтан, он качественно изменил вообще ситуацию вокруг. То есть было болото, с болотом тоже было. Да, я слышал, что было болото и лягушки квакали. Нет, квакали лягушки и при фонтане, но дело не в этом, лягушки они неистребимы. Значит, собираемся по поводу того, что болото нужно сделать озером, да? Озеро озером, и вдруг неожиданно тогда была такая активная женщина-эколог, начальник департамента по окружающей среде, она говорит, этого нельзя делать категорически. Категорически нельзя делать. Почему? Какие-то редкие виды птиц, 2 или 3 вида, во время перелета 2 раза в год садятся именно на этом болоте. Им негде будет садиться. Миллионам туристов некуда садиться. У нас был шок. Мы долго ее уговаривали. Мы спрашивали, можно ли уговорить птиц сесть немного подальше, потому что, как оказалось,
Это, говорит, уникальные болота. Подождите, я говорю, извините, я что-то слышал, что в Кобулете их очень много. Так они уникальные, они здесь, в Кобулете, то есть они только у нас такие болота. Я говорю, понимаю, говорю, но в Кобулете же много останется болот. Можно в городе, чтобы все-таки озеро было. Ну, Война за болото. в общем, в итоге, в конечном итоге, здравый смысл победил, но это было очень смешно по поводу того, что вот эти уникальные виды птиц. Фонтан лучше болота. С птицами все нормально. Как оказалось, я потом узнавал, птицы, они сориентировались быстро и, пролетев там еще несколько километров, садятся на болото в Кубулете. Я правда за них беспокоился. Птица-убийца. Я верю вам. Так. Эндемики еще какие-то. Я не знаю, какие-то птицы были. Кстати, очень симпатичные птицы. Сказать, что они вот такие красивые, пестрые, нет. Ну ладно. Это факт. В общем, вот таких историй Таких было приколов, да? достаточно много. Я еще немножко, значит, скажу, что оператором нам помогает Алексей Романов. Ну, вот не хочет он что-то говорить. Если вырежу, то вырежу. Но тем не менее, спасибо ему за помощь. Еще была какая-то смешная история, или не смешная, может символическая, о том, что подарил ли какой-то шейх Батуми Пальм. 10 тысяч пальм. Да, было. Нет, это была не смешная, это была хорошая история на самом-то деле. Но пальмы начались не с шейха. Пальмы начались с Аслана Абашидзе. Еще Аслан Абашидзе где-то купил вот такие пальмы. Причем эти пальмы вообще были не свойственны для Батуми. Ну, в Батуми обычно пальмы такой длинные ножки такие. Я вообще пальмы не очень люблю, честно говоря. Потому что я Ну, сейчас там шикарные пальмы. я считаю, что вообще эти пальмы, они не для нашего климата. Ну, как бы, ну, они там не росли, они не аутентичные. Ну, да ладно, это мои личные, то есть, мое личное отношение к пальмам и к растениям. Да, чистая вкусовщина, действительно. Но смотрите, значит, Аслан Абашидзе купил то ли 500, то ли 600 этих пальм. И у него была какая теория, что раньше у нас был французский бульвар, то есть, ну, действительно, у нас был французский бульвар, де Альфонс, он был фактически создателем этого бульвара, и, мол, во французском бульваре там вот эти кустики, там вот эти деревья и так далее. А сейчас у нас будет британский бульвар. Британский бульвар это газон. Газон и Ровно, да, один-два одиноких дерева. Как говорили злые языки, британский стиль вот этот ему нравился потому, что он боялся киллеров, которые будут скрываться в кустах. И вот поэтому он вырубил все и так далее. Но потом, значит, когда он закупил эти пальмы, он по всему городу, даже нет, не 500, наверное, штук 200, 100-200 штук. Но по всему городу, ну, как сказал один мой друг, он говорит, ты понимаешь, он как кинзу их воткнул. То есть втыкано было без всякого этого. Напротив морвокзала были воткнуты они. То есть по непонятной. Общего плана, схемы не Общего было. плана не было. И вот эти пальмы, это были первые пальмы, которые пересаживались потом вот по этой дорожке. А потом уже, когда шейх приехал, кстати, с шейхом тоже была интересная история, то есть приехали арабы, такие все арабские, такие все миллиардные, да, смотрят, ну, значит, мы говорим, что вот море у нас, солнце иногда бывает, к сожалению, дождь. И тут арабы на нас смотрят, как на ненормальных, говорят, ребята, что, море у вас ни к чертям не годится. Солнце, что солнце? Солнца мы не видели. А вот то, что у вас дождь и зелень, это же так круто! Это так здорово! Да, с зеленью там просто все буйно растет. Рассказываю другую историю, тоже прикол. Только-только, меня назначили только-только, я, значит, сел. Это первое было мое и даже последнее государственное место. Значит, с чиновничьего до кресла приходит ко мне делегация каких-то чудаков, инженеров, и говорят, вот в одно дело, у нас есть предложение, и я думаю, что президент его поддержит. Ну, тут обязательно, да, президент же должен поддержать, не меньше. Я говорю, да, слушаю вас. Я думаю, вот, знаете, да, Тиралу гору в Чаку знаю, мы ее можем срезать. То есть как? Ну, как это, верхушку взять и срезать. Я говорю, и что? Так, говорит, вы, говорит, понимаете, когда мы верхушку срежем, весь, говорит, атмосферный фронт пройдет вот этот тучи, которые здесь накапливались, они же на эту гору цепляются. Пройдут, и у нас будет всегда солнце. Мы будем как Анталия. Я говорю, вы
наверх докладывали, то есть я понял, что что-то тут не то. Вы говорите, наверх-то докладывали. Да, говорит, у нас сейчас мы сейчас отсюда идем к председателю правительства. Я говорю, ну идите. Ну они пошли, вечером обсуждаем это все, и тут обсуждение идет на очень серьезном уровне, вот тут той самой экологии, которая течет. И тут она говорит, слушайте, говорит, ребят, а вам, говорит, не кажется, что если мы срежем эту гору, у нас ведь дождя вообще не будет, у нас же все завянет. И тут, когда об этом потом мы рассказали экологам и так далее, они сказали, что даже экологическая катастрофа. Да, говорит, у вас будет Дубай. Песок. И кучу денег еще срежем, да? Песок и солнце.